Всем привет! Вы на канале Дело мастера Боится. В этом видео я покажу, как сделать плоскую альпийскую горку своими руками. У нас есть такой небольшой участок земли, на котором раньше росли всевозможные сорняки, мята. Мы ее хорошо перекопали, выбрали корни, перебрали, взрыхлили. И теперь здесь необходимо сделать небольшую плоскую альпийскую горку. Для этого нам понадобятся такие камни известняка, который был добыт при копании погреба на нашем участке. Он имеет такую рыхлую структуру, и даже видны древние раковины моллюсков, которые жили много лет назад. Также нам понадобится черное плотное агроволокно по размеру этого участка и цветы, которые мы планируем посадить на этой горке. Также есть небольшие декорации, сделанные из глины, обожженные, в них тоже будут расти цветы. В первую очередь необходимо уложить агроволокно на заранее приготовленную землю. Корни мы убрали. Агроволокно имеет с одной стороны блестящую структуру, с другой бархатистую. Если вы планируете поливать газон и эту горку сверху, то необходимо использовать бархатистую сторону вверх. Так влага будет проникать лучше в землю и поливать цветы, которые посажены на альпийской горке. В первую очередь разворачиваем агроволокно по поверхности почвы, вырезая все неровности с помощью ножниц или острого ножа. Лишние куски агроволокна мы не подрезаем, а просто загибаем внутрь, вниз. И по периметру это агроволокно прикапываем лопаткой, чтобы оно зашло в почву и не выпадало. Все нахлесты и срезы агроволокна можно соединить с помощью обычного строительного степлера. Теперь по периметру агроволокна и краю альпийской горки необходимо выложить камни ракушняка, так чтобы они хорошо ее прижимали и при ветре не отрывалась от земли эта поверхность. После этого мы вырезаем отверстие в агроволокне с помощью ножниц или острого ножа и садим растения, которые будут расти на этой альпийской горке. Первое я буду садить папоротники. Декоративный, вечно зеленый папоротник. Это многолетние все цветы в альпийской горке. Он неприхотливый, но первое время немножко может привянуть. Садим цветы вечером, когда нет жары, для того, чтобы потом полить, и они хорошо укоренились.
Затем я посажу вот такие тоже вечно зеленые цветочки. Они очень красиво смотрятся в горочке нашей. Вот посажу их вот так вот наискосок друг дружки. Я беру две декоративные гвоздички, одна малиновая такая, другая красная, тоже многолетние они, могут разрастаться, вот такая вот красотища, тоже будет красиво смотреться ярко в нашей горке. И вот такая петунья малиновая, тоже я посажу в альпийскую горку. Для декорации положим по центру камень живописный, который будет дополнять общую композицию. И после этого обильно поливаем каждый саженец, чтобы он не засох и хорошо прижился. Напомню, что здесь на агроволокне сверху поверхность рыхлая, не блестящая, и он хорошо впитывает воду. Вот все цветочки посажены, каждый в своем отверстии, в своей ямке. Теперь необходимо взять обычную гранитную щебенку средней фракции и посыпать ее тонким слоем на агроволокно, для того, чтобы ультрафиолет ее не разрушал. В конечном итоге получился такой симпатичный газон, мини-альпийская горка. Щебенка местами еще не очень чистая, местами еще не плотно прилегает, поэтому необходимо хорошо сейчас с помощью душевой лейки промыть всю гальку, а также полить цветы, чтобы все хорошо притрамбовалось. Поливать нужно цветочки дождиком, желательно либо утром, либо после захода солнца. Вот такое вечернее время, чтобы не сгорели на солнце. Итак, в течение недели каждый вечер мы поливаем немного, чтобы не погнили, пока примутся. Как только примутся, поливать по мере засухи. Льем, не боимся, сверху, так как вечер, до утра роса просохнет, будет все хорошо. Первые дни цветочки приболеют. Осталось в моей альпийской горке поставить некоторые декорации в виде зверюшек, грибочков, какой-нибудь елочки декоративной. Но это мы сделаем с детьми в выходные, купим, и будет украшать вечно зеленая красивая альпийская горка. Вот такая получилась альпийская горка. Здесь мы приобрели красивые фигурки. И она уже начала укореняться. Это через неделю после ее монтажа. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как сделать своими руками
небольшую мини-альпийскую горку за полчаса. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.